dışı ziyareti Putin'in Ankara'ya 8 bakanı ve çok sayıda bürokrasiyle indi Rus liderler. Hazırlanan aslında 2 makam aracı ve dublör bu kez Putin'in Ankara ziyaretinde yoktu. Havaalanından kendisi hazırlanan ülkeye ayrıldı. Merhaba asker. Nasılsınız? Sizler de sağ olun. Esas duruş. Dikkat! Onun kıtası gözünüze hazır dilerseniz.
Merhaba asker. Konuk Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kıymetli misafirler, çok değerli basın mensupları. Akkuyu Nükleer Santrali temel atma töreni için bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Президент Российской Федерации, уважаемый Владимир Владимирович Путин, президент Турецкой Республики, уважаемый господин Эрдоан, дорогие гости, уважаемые представители СМИ, добро пожаловать на церемонию начала строительства атомной электростанции АЭС Аккую. Türkiye'nin ilk nükleer enerji güç santrali devreye giriyor. Aksı olma özelliğini taşıyor. Сегодня начинается строительство первой в Турции атомной электростанции. Проект Аккую, начало которому было положено в 1955 году, является первым подобным проектом в Турции. Dünyanın elektrik talebinin yaklaşık %11'inin nükleerden karşılandığı günümüzde Akkuyu Nükleer Santrali işletmeye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %10'unu karşılayacak. Сегодня 11% всей электроэнергии в мире вырабатывается атомными электростанциями. Когда АЭС Аккую будет введена в строй, она покроет 10% потребностей Турции в электричестве. Türkiye'nin yarım asırlık rüyası, Türkiye'nin enerjisine enerji katacak bu projede bugün bir tarihe tanıklık edeceğiz hep birlikte. Сегодня мы вместе станем свидетелями того, как творится история. И проект, который был мечтой на протяжении полувека, становится реальностью. Büyük bir işbirliği var ve bu işbirliğiyle iki ülke güçlü yarınları birlikte inşa ediyor, ne mutlu. Мы рады, что благодаря тесному сотрудничеству наши страны сегодня строят лучшее будущее. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Rosatom Nükleer Enerji Devlet Şirketi Genel Müdürü Sayın Aleksey Likachev'i kürsüye davet ediyorum. Приглашаем выступить генерального директора государственной корпорации «Росатом» господина Алексея Лихачева. Глубоко уважаемые президенты Российской Федерации, Турецкой Республики, дамы и господа, для Росатома большая честь построить первую атомную станцию в Турецкой Республике. Мы гордимся, что, приняв решение о развитии национальной атомной энергетики, Турция остановила свой выбор на российском проекте. В настоящей дружбе друзья делятся друг с другом самым лучшим, что есть у каждого. Проект, по которому будет построена АЭС Аккую, лучшее, что есть сегодня в российских ядерных технологиях. В вашей прекрасной стране появится самая современная и надежная в мире станция поколения 3+. Она отвечает всем требованиям безопасности, выдвигаемым международным сообществом. Наш проект действительно самый передовой в мире. Он гарантирует максимальную безопасность. В России работают уже 2 энергоблока, построенные по этому проекту, и они обладают отличными эксплуатационными характеристиками. Представители правительства и общественности Турецкой Республики неоднократно приезжали на эти блоки на Нововоронежскую и Ленинградскую станции, давали самые высокие оценки. Уважаемые господа президенты, мы сделаем все, чтобы АЭС Аккую стала подлинным символом российско-турецкой дружбы. АЭС Аккую действительно уникальный проект. Это не только первая турецкая атомная станция, это еще и первая в мире АЭС, которая будет строиться и работать по схеме «Строй, владей, эксплуатируй», по схеме БИО. Для его реализации необходим высокий уровень деловых связей и доверия между партнерами. Иначе и быть не может, ведь жизненный цикл станции составит не менее 100 лет. Значит, впереди у нас сотрудничество на долгие годы, и не только для нас, но и для наших детей и наших внуков.
Сегодня мы можем констатировать, что достигнут высокий уровень взаимодействия. На протяжении всего подготовительного этапа мы с турецкими партнерами работали очень сплоченно. Российская сторона сделала все необходимое для подготовки котлована первого блока. Выполнена работа по устройству фундаментной плиты, проведено армирование и гидроизоляция. Компетентные органы Турции, в свою очередь, приложили максимум усилий для своевременной выдачи всех необходимых разрешительных документов. Мы эффективно сотрудничаем не только с государственными органами Турции, мы также стремимся привлекать турецких подрядчиков. Существенная часть заказов на будущей станции будет локализована в Турции. Уже свыше 350 турецких компаний выразили желание работать на создание атомной энергетики в своей стране. А значит, что российско-турецкие деловые связи будут успешно развиваться. Вместе нам необходимо подготовить также квалифицированных специалистов, которые потом смогут работать на АЭС Аккую и в турецких регулирующих органах. Уже сейчас в российских вузах обучается более 200 турецких студентов по специальностям атомной энергетики. Совсем недавно, 12 марта, мы вручили дипломы об окончании МИФИ первым 35 турецким выпускникам. У них буквально горели глаза в предвкушении интересной работы, и всем им сделано предложение от проектной компании Аккую Нуклеар о трудоустройстве. Знаю, что некоторые выпускники-отличники МИФИ сегодня участвуют в этом телемосте, который связывает Анкару и Мерсин. Там, на строительной площадке, сейчас сотни людей, представляющих органы государственной власти Турции, жители региона Мерсин, провинции Гюльнар и деревни Бüküceli. С позволения президентов хотела поблагодарить региональные, муниципальные власти, старейшин, жителей за ту поддержку, которую они оказывают нашему проекту. У нас сложились по-настоящему дружеские отношения, и мы очень дорожим этим доверием. Место, где будет построена новая АЭС, особое. Много веков назад ему дали имя Аккую, что в переводе означает «чистый источник». Сегодня у этого названия появляется новый смысл. Мы построим здесь новый источник, источник чистой энергии, и он принесет в дома Турции свет и тепло. Мы полностью готовы к новому этапу. Получена лицензия на строительство, мы можем приступать к бетонированию фундаментной плиты или первому бетону. Ждем разрешения президентов наших стран на начало работы. Sayın Likaçev'e konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Благодарим господина Лихачева за выступление. Konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanı Sayın Berat Albayrak'ı kürsüye davet ediyoruz. Buyurunuz efendim. Приглашаем выступить министра энергетики и природных ресурсов Турции господина Берата Албайрака. Sayın Cumhurbaşkanım, Уважаемый Rusya господин Federasyonu президент, Devlet Başkanı, уважаемый saygıdeğer президент Vladimir Putin, Владимир Путин, değerli уважаемый misafirler, президент Турции, hanımefendiler, beyefendiler, дамы и господа, Türkiye уважаемые için bir гости. gurur töreni olan Мы сегодня присутствуем на церемонии, которая является гордостью для Турции, и я приветствую вас всех здесь. heyecanlıyız. Сегодня мы все очень взволнованы. 1955'te başlayan nükleer В 1955 году началось наше приключение, наша дорога, которая вела нас к атомной энергии. И сейчас мы находимся на важном перекрестке этого Sayın пути. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği irade sayesinde Все благодаря той воле, которая была продемонстрирована нашим президентом, и благодаря тому соглашению, которое было подписано правительствами наших государств. Сегодня мы присутствуем здесь, и все мы являемся свидетелями этого исторического момента. Уважаемые дамы и господа, мы горды, 1 milyar dolarlık maliyeti потому что мы сейчас находимся в таком важном моменте, atıyor. когда мы закладываем фундамент этого огромного, грандиозного проекта. Yönünden Türkiye'nin enerji arz güvenliği açısından С точки зрения безопасности энергетики Турции, мы сегодня находимся в очень важном моменте. koşullarına bağlı kalmadan Вне зависимости от климатических условий, вне зависимости от природных условий, sıfır emisyonla мы сможем производить энергию для нашей страны. И здесь я хочу отметить, что это будет полностью безопасно для окружающей среды. sanayiden tarıma, uydu От haberleşmeden промышленности до сельского хозяйства, от здравоохранения до других областей,
когда мы думаем об этом, enerji ve teknoloji alanında önemli bir miladı yaşadığımız то мы можем сказать, что мы прошли огромный путь и сейчас находимся на пороге исторических изменений. Агентство по атомной энергетике Турции, Avrupa İşletmeci Kuruluş şartlarında belirtilen bütün güvenlik standartlarına а также другие организации, которые вырабатывают свои критерии безопасности, мы им следуем, и АЭС Аккую будет построена именно с соблюдением всех этих критериев. У нас будут применены самые новейшие технологии в строительстве. Akkuyu'da inşaatın başlamasıyla С начала строительства ve bunun Аккую %80'i de Türk çalışan olacak. 80% всего персонала будут именно персонал Турецкой Республики. Tüm bu tesislerde çalışıyor olacak. Будет занято огромное количество персонала в строительстве. Большинство всех материалов и всех строительных материалов, которые будут использованы в строительстве, также будут поставлены турецкими компаниями. Совместные инвестиции, которые осуществлены и до сих пор осуществляются нашими странами, также будут здесь задействованы в строительстве. Мы направили около 240 студентов в российские вузы для того, чтобы они получили необходимое образование в России и потом работали здесь, в АЭС Аккую. Это очень важно, и этот вопрос очень важен для нас. Уважаемые президенты, мы сегодня смотрим с надеждой в будущее, потому что мы верим в будущее, мы верим в потенциал нашей молодежи и нашего народа. На протяжении 15 лет тот успех, которого мы достигли благодаря вам, мы достигли благодаря вере в наш народ и вере в наши страны. Мы верим, что те технологии, которые мы сейчас применяем и будем применять, благодаря Аллаху, нам принесут все самое хорошее и принесут нам светлое будущее. Несомненно, только и только благодаря вашему лидерству, вашему мудрому руководству мы смогли достичь того прогресса, свидетелями которого мы сегодня являемся. До того, как я подытожу свое выступление, я бы хотел еще раз поблагодарить наших президентов, президента Турции, президента России, за их лидерство, за их вклад в эти проекты и за то, что они способствовали укреплению нашего сотрудничества и наших двусторонних отношений. С точки зрения построения еще более крепкого и развитого сотрудничества, роль наших президентов здесь просто огромна. Кроме того, я хочу поблагодарить всех тех, кто явился архитектора, можно сказать, того успеха, который был достигнут нами. В первую очередь, конечно же, это господин министр энергетики, предыдущий, при работе которого были заложены основы, было подписано соглашение. И благодарю вас всех за то, что вы сегодня присутствуете здесь. Спасибо за ваше внимание. Благодарим министра энергетики и природных ресурсов Турции за выступление. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, konuşmalarını yapmak üzere Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'in kürsüyü teşriflerini arz ederim. Уважаемые гости, уважаемый господин президент, приглашаем выступить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Уважаемый господин президент, уважаемые турецкие друзья, дамы и господа, прежде всего хотел бы от души поздравить всех вас с началом строительства первого энергоблока
атомной электростанции Акую. Значимость этого масштабного инновационного проекта трудно переоценить. По сути, сегодня мы не только присутствуем при сооружении первой турецкой атомной электростанции, но и создаем основу для Турции в атомной промышленности в целом. Мы начинаем создание новой отрасли. Турция высокоразвитая в техническом и экономическом отношении государства. Но это новый этап, новый шаг в развитии экономики Турецкой Республики. Россия – один из признанных лидеров в области мирового атома. При строительстве станции будут применяться наиболее передовые инженерные решения, экономически эффективные и надежные технологии. Такие технологии, которые мы сами применяем для себя в России. Будут соблюдаться высочайшие стандарты безопасности и самые строгие экологические требования. Введение станции в эксплуатацию будет служить развитию экономики, научного, производственного потенциала, обеспечит турецких потребителей недорогой и чистой электроэнергией. По экспертным оценкам, АЭС даст порядка 10%, об этом уже говорилось, общей энергогенерации Турции. Особо отмечу, что российские партнеры планируют активно привлекать к строительству турецкий малый и средний бизнес, намерены размещать в Турции значительную часть заказов, необходимых для будущей станции. Более 350 турецких компаний уже подали заявки на включение в список потенциальных поставщиков. Тем самым, благодаря проекту Акую, и в России, и в Турции появятся новые, современные, хочу подчеркнуть, хорошо оплачиваемые рабочие места, получат развитие передовые производства и технологии. Настроены активно сотрудничать и в плане подготовки высококвалифицированных специалистов для обслуживания станции. Уже говорилось, повторю еще раз, что в российских вузах сейчас обучается более 220 турецких студентов по направлениям, связанным с атомной энергетикой. А 35 граждан Турции уже получили дипломы одного из ведущих в мире вузов в сфере атомной энергетики, российского МИФИ, и предложение о работе в проектной компании Акую. Рад, что некоторые из них присутствуют сегодня на церемонии. Признательны турецким коллегам за решение предоставить современному совместному проекту статус стратегической инвестиции, расширить для него перечень налоговых льгот и преференций. Хочу поблагодарить всех турецких друзей за это решение. Оно сделало этот проект экономически целесообразным, выгодным. Хочу обратиться со словами благодарностями и к депутатам парламента Турции. Это позволит существенно повысить его коммерческую привлекательность для потенциальных инвесторов. Дорогие друзья, перед нами стоит амбициозная задача осуществить запуск первого энергоблока в 2023 году, приурочив его к столетию основания Турецкой Республики. Мы вместе с моим дорогим другом, президентом господином Реджепом Эрдоганом договорились о том, что будем делать все для того, чтобы выполнить именно эту задачу. Уверен, что совместная, слаженная работа российских и турецких специалистов позволит выполнить в срок все намеченные планы. И успешная реализация этого проекта станет одним из символов динамичного, поступательного развития российско-турецкого взаимодействия и партнерства, российско-турецкой дружбы. Желаю всем участникам этого проекта успехов и всего самого доброго. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'e çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Благодарим президента Российской Федерации господина Путина за выступление. Değerli misafirlerimiz,
Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanı. Дорогие гости, приглашаем выступить президента Турецкой Республики, господина Реджепа Таyyипа Эрдоана. Sayın Devlet Başkanı, Господин президент, kıymetli dostum, дорогой друг, saygıdeğer heyet üyeleri, уважаемые члены делегации, sevgili misafirler, дорогие гости, hanımefendiler ve efendiler, дамы и господа. sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Сердечно приветствую всех вас от всей души. Kıymetli dostum, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin'e В первую очередь хочу heyet üyelerine приветствовать господина bize hoş geldiniz. Путина, президента Российской Федерации, а также членов его делегации в нашей стране. Сегодня, Gerekse как и с точки Rusya зрения Federasyonu ile enerji роста развития нашей страны, так и с точки зрения сотрудничества в сфере энергетики между Турцией и Россией, мы становимся свидетелями исторического события. santralinin temelini bugün burada Сегодня вместе с господином, моим другом Путиным, bahtiyarlığını yaşıyoruz. нас радует, что мы вместе с ним закладываем основы атомной электростанции Аккую. Также хочу выразить благодарность всем членам делегации, а также господину Путину за то, что присутствуем все здесь на этой церемонии. За последние 15 лет между нашими странами мы преодолели очень большие расстояния, что и является хорошей ссылкой для развития будущего между нашими странами. Сегодня мы также проведем и осуществим совещание седьмое совещание высшего сотрудничества на высшем уровне, Совета высшего сотрудничества на высшем уровне. Это, можно сказать, является символом между нашими странами. С другой стороны, мы осуществили вместе с Российской Федерацией другие стратегические проекты. Это касается и С-400, ПВО С-400, а также турецкого потока, а также атомная электростанция является одним из этих проектов. Наряду с этим можно сказать, что для предотвращения террористической угрозы, а также для предотвращения всех опасностей, которые исходят в результате конфликта в Сирии, мы тесно сотрудничаем с Российской Федерацией. Дорогие друзья, начиная с 2003 до 2017 года в среднем турецкая экономика выросла на 5,8%. В 2017 году наша экономика выросла на 7,4%. В 2023 году, когда мы будем праздновать годовщину столетия провозглашения Соединенной Республики нашей страны, мы поставили перед собой задачу войти в первую десятку крупных мировых стран. А эта ситуация означает, что у нас возрастет потребность в энергетике. Это касается как и нефти, так и природного газа, а также возобновляемой энергии, источников возобновляемой энергии. Но за последние 15 лет мы осуществили немыслимые ранее проекты, грандиозные проекты. С другой стороны, для развития безопасности, нашей энергетической безопасности, а также продолжаются беспрерывные инвестиции, а также в энергетическом секторе. С другой стороны, безопасность нашей страны, устойчивая энергобезопасность для будущего имеет в этом плане атомная электростанция имеет большое значение. В настоящее время 31 страна вырабатывает значительную электрическую энергию из 450 атомных электростанций. Также в настоящее время в 16 странах мира продолжается строительство 55 атомных электростанций. И сегодня можно сказать, что Аккую электростанция Аккую, основу, фундамент, который мы закладываем сегодня, является 56-й страной.
В 2023 году мы сдадим в эксплуатацию первый реактор атомной электростанции. И таким образом Турция присоединится именно к тем странам, которые будут использовать атомную энергию. А также в 2023 году, в год провозглашения юбилея нашей республики, мы увенчаем успехом именно этим произведением. Можно сказать, что когда все реакторы будут сданы в эксплуатацию, в нашей стране 10% электроэнергии будет вырабатываться благодаря этой АЭС. Если на сегодняшний день наша энергетическая корзина в основном зависит от нефти, природного газа и угля, таким образом приобретет более здоровый характер. Атомные электростанции, которые не выбрасывают углекислый газ, являются чистой энергией, экологической энергией, поэтому эта атомная электростанция будет вносить серьезный вклад для нашей энергетической безопасности, а также будет играть большую роль в борьбе с климатическими изменениями. Этот опыт, несомненно, приведет к тому, что будет расти также новые кадры. Нужно сказать, что в российских университетах в настоящее время проходит обучение сотни наших студентов. Иншаллах, эта же наша молодежь по завершении своей учебы вернутся в нашу страну и займут свои должности. Дорогие друзья, необходимо также сказать, что нам было суждено осуществить нашу полувековую мечту в Аккую, наподобие которой мы многие проекты осуществляли и было суждено нам осуществлять. С момента, когда мы решили осуществить проект Аккую, в первую очередь с господином Путиным, а также с другими российскими органами, мы были в тесном сотрудничестве. Пока мы проводили эти работы, нужно отметить, что было очень удовлетворительное тесное сотрудничество вместе с российскими нашими органами. В таком сложном периоде мы преодолели очень большое расстояние за такое короткое время. Это в результате нашей проявленной воли и серьезного подхода к вопросу. В этом плане я хочу выразить благодарность господину, в первую очередь, моему другу Путину, а также всем российским органам. Также хочу выразить благодарность нашему господину премьер-министру, господину председателю парламента, а также всем депутатам, которые в этом процессе выражали свою помощь и поддержку. А также хочу отдельно поблагодарить министра энергетики и природных ресурсов Турции. Кроме этого, также хочу выразить благодарность всему персоналу, который оказывает поддержку этому процессу. В 2023 году мы сдадим, это наша задача сдать в эксплуатацию первый реактор. Кстати, это АЭС будет, 4 реактора будет сдано в эксплуатацию по завершении всего проекта. С другой стороны, вместе с Россией мы продолжаем наше сотрудничество во всех региональных вопросах, и с каждым днем продолжается увеличивать это сотрудничество. С такими мыслями я считаю, что в кратчайшее время завершится строительство и осуществится этот проект и пойдет на пользу наших стран и народам наших стран. Приветствую вас всех и приветствую всех сердечно, всех души. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı çok teşekkür ediyor. Zat-ı devletlerini bir süre daha sahnede ağırlıyoruz efendim. Благодарим президента Турецкой Республики, господина Реджепа Тайипа Эрдоğana за выступление. Ve o tarihi ana tanıklık etmenin vakti geldi. Temel atma törenimiz için Akkuyu'ya canlı olarak bağlanacağız. Birazdan Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte temel atma törenini gerçekleştirmek üzere Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'i bir kez daha sahneye davet ediyoruz efendim. Долгожданный момент настал. Сейчас мы станем свидетелями того, как творится история. Мы подключаемся в режиме прямого эфира к площадке, где будет строиться атомная электростанция. Просили Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации, подняться на сцену для участия в церемонии начала строительства. Evet, Akkuyu'ya canlı olarak bağlanıyoruz. Karşımızda Kalkınma Bakanımız
Sayın Lütfi Elvan ve beraberindeki hazirin var. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Мы подключились по режиме прямого эфира к площадке АЭС Аккую. На ваших экранах министр экономического развития Турции господин Lütfi Elvan. Sevgili dostlar, anons edildiği gibi şu anda Mersin Milletvekili aynı zamanda Kalkınma Дорогие друзья, мы Bakanımız на экранах видим министра развития, а также всех технократов и всю техническую делегацию. И сегодня, после нашего объявления, они также приведут в действие машину, и мы будем закладывать фундамент. Давайте фокусировать, давайте, чтобы мы полностью увидим всю площадку. Господин президент, значит, сейчас мы подключились к площадке. На связи с нами министр экономического развития господин Эльван. Мы хотели бы прежде всего показать вам саму площадку. Давайте вместе посмотрим, что там сейчас происходит. tabii yoğun bir çalışma olacak ve bu çalışmaların neticesinde de inşallah 2023'te yine birlikte açılışını yapacağız. Очень плотная совместная работа, но надеемся, что вместе в 2023 году мы с вами, господин президент, сможем участвовать непосредственно в открытии самой станции. Lütfi Bey hazır mıyız? Господин министр, мы готовы? Hazırız Sayın Cumhurbaşkanım. Мы готовы, господин президент? Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Rusya Federasyonu Devlet Başkanı, bugün Mersin'imiz için de tarihi bir gün, Türkiye'miz için tarihi bir gün, milletimiz için tarihi bir gün. Bugünü milletimize yaşatan, Mersin'i, Türkiye'yi nükleer teknolojiyle buluşturan Sayın Cumhurbaşkanım, zat halinize şükranlarımı arz etmek istiyorum. Burada benimle birlikte hem Rus yöneticileri, mühendisleri, hem Türk yöneticileri ve mühendisleri bir aradayız. Büyük bir heyecan içerisindeler. Bu tesisin bir an evvel tamamlanması için büyük bir arzu içerisindeler. Elbette bu devasa yatırım bölgenin ekonomisine de çok ciddi katkılar sağlayacak. Yeni istihdam imkanları doğuracak ve inşallah pek çok sektörün de gelişmesine, kalkınmasına katkı sağlayacak Sayın Cumhurbaşkanım. Bu Mersin'imizin gururudur, Türkiye'mizin gururudur. Burada benimle birlikte Sayın Cumhurbaşkanım, Rusya'da tercümeyi çok özet. Nükleer enerji mühendislerimiz de bir arada. Hemen arkamda bulunuyorlar. 35 mühendisimiz bizimle birlikteler. Onlar da bu sevinci paylaşıyorlar. Ben bize bu gururu yaşatan zat halinize tekrar şükranlarımı arz ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum efendim. Уважаемые президенты, вместе с нами на площадке сейчас находятся и российские, и турецкие инженеры. Мы преисполнены энтузиазма, готовы вместе работать для того, чтобы построить станцию в срок. Уверены, что она создаст очень хороший импульс для развития экономики и региона, и Турции в целом. Мы благодарим вас, господин Эрдоан, и вас, господин Путин, за тот вклад и те усилия, которые прилагаете для того, чтобы этот проект стал реальностью. Спасибо вам. Уважаемый господин президент, дорогой друг, уважаемые друзья, еще раз всех поздравляю с этой знаменательной датой, с этим замечательным событием. И, как сказал господин президент Эрдоган, сделаем все для того, чтобы вместе в 2023 году присутствовать при начале работы новой электростанции. Уверен, что люди, которые живут в этом районе Турции,
будут довольны, они увидят, что такое новые современные технологии, что такое новые современные хорошие рабочие места, а вся Турция почувствует отдачу от той работы, которая будет генерироваться на этой новой высокотехнологичной станции, на этом новом высокотехнологичном объекте. Pozdravляю вас с началом работы. Değerli dostum Sayın Erdoğan, değerli misafirler, bir kez daha hepinizi şükranla ve tebrik etmek istiyorum. Bugün bu töreni başlıyoruz, bu çalışmaları başlıyoruz ve emin ediyoruz ki bu santral gerek bölge gerekse de Türkiye için önemli bir katkı sağlayacak. İnanıyoruz ki o santralde üretilecek enerji bütün Türkiye hissedebilecek. Dolayısıyla tekrar tebrik ediyorum hepinizi. Eminiz ki yoğun çalışma sayesinde 2023 yılında sizinle birlikte açılış törenine de katılabileceğiz. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Lütfü Bey, butonlar sizde. Biz de buradan sizlere sinyali veriyoruz. Ya Allah, Bismillah. Господин министр, бетон у вас, а мы запустим здесь кнопкой начало строительства, начало бетонирования. Evet, bugün Türkiye'mizin yarım asırlık rüyası gerçekleşmeye başladı. Dökülen ilk betonla iki ülkenin işbirliğiyle daim olsun. Akkuyu Nükleer Enerji Güç Santrali hayırlı uğurlu olsun. Сегодня начала осуществляться полувековая мечта Турции. Пусть первый бетон, который будет залит в фундамент станции, станет надежной основой и для сотрудничества двух стран. Мы говорим о АЭС Аккую в добрый путь. Evet, törenimiz burada sona eriyor efendim. Konuk Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'e ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sizlere de katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz efendim. Уважаемые гости, наша церемония завершается. Благодарим вас за участие. Благодарим президента Российской Федерации господина Путина и президента Турецкой Республики господина Эрдоана за участие в этой церемонии. Спасибо.